Всем добрый день, делюсь своим опытом, как я сходил на холотропное дыхание. С чего бы хотел начать? Во-первых, то, что многие мои знакомые, да и коллеги туда ходили, занимались этим дыханием, и все рассказывали офигительные отзывы. Я об этом тоже много читал, много смотрел фильмов, общался с людьми, кто дышит, со специалистами. Там прочитал несколько книжек у Грофа «За пределами мозга», «Духовный кризис», ну, естественно, холотропное дыхание само по себе Станислава Грофа. Станислав Гроф – это основатель трансперсональной психотерапии, ну или психологии, кому как удобно. Начались у него исследования с ЛСД, но потом их запретили, и чтобы изменить сознание и войти в это состояние, он начал исследовать со своей женой, с Кристиной, холотропное дыхание. Ну что, вот все мои знакомые ходили, я так много об этом читал и тоже решил сходить. Сегодня, какой сегодня, 17 июля, воскресенье, я набрал в Яндексе, живем мы в Санкт-Петербурге, я набрал в Яндексе холотропное дыхание в Санкт-Петербурге. Вышел вот такой вот список, путем я не понял, куда идти, там все специалисты, все проходили обучение. Как всегда, специалисты своего, ну и, как сказать, я нашел по рекомендациям знакомых, кто уже ходил. Нашел женщину, зовут ее Евгения, она проводит холотропное дыхание в Санкт-Петербурге, она училась у самого Грофа, она дипломированный там специалист, она психолог, шаманизмом занимается, ну, очень такая молодец, женщина мне понравилась, с богатым жизненным опытом, с терапией, с шаманизмом, она не только занимается, она юнгианский, также психоаналитик, психолог, ну кому как. В общем, разносторонний такой, берет интегративные методы в своей работе. В общем, нашел ее, то есть знакомые посоветовали. Стоит это 9000 рублей, 2 дня, суббота-воскресенье. Про первый день я расскажу. Кстати, вообще немножко про трансперсональную психологию. О чем же говорил Станислав Гроф? То, что есть 4 матрицы перинатальные. Первая матрица — это когда ребенок в плоде у мамы, когда находится, у него все комфортно, все хорошо, он в жидкости, он плавает, у него прекрасный и интересный мир. Это первая матрица. Вторая матрица — это когда начинаются схватки, и ребенок не понимает, что происходит. Начинаются различные сокращения, у ребенка тревога, страх, он не понимает, что происходит вообще. Третья матрица — это когда он уже идет когда ребенок идет уже по родовым путям на выход. И это матрица борьбы. Он пытается выбраться, пытается выйти в мир. И четвертая матрица — это когда он уже все родился. И это первый его день, грубо говоря, когда он смотрит окружающий, у него новый мир. У него новые знания, все, что его окружает, такого раньше совершенно не было. И вот эти 4 матрицы. И холотропное дыхание позволяет пройти все эти 4 матрицы. Чуть позже я скажу, какие у меня были матрицы и что именно я прошел. В общем, как я уже сказал, Санкт-Петербург, 2 дня, 9000 рублей, первый день суббота. До этого, кстати, мы с Евгенией созвонились, был групповой созвон. Она рассказывала про сам принцип, про метод. Ну, естественно, я его знал. Это гипервентиляция легких. У нас СО2 из крови убирается, ну как, вымывается, как это еще можно сказать. И тем самым у нас изменяется сознание. Тут есть еще такой большой миф, то что многие там, не знаю, пишут в интернете, то что якобы клетки мозга отмирают. Нет, такого ничего нет. Это миф и куча уже исследований, естественно, по этому поводу. Клетки мозга не отмирают. Ну и вот, примерно за неделю мы созвонились с Евгенией, она рассказала про сам принцип, что же это такое, как он работает, для чего туда вообще идти, что будет после, какой эффект, какие противопоказания, в принципе в интернете вы их можете набрать, посмотреть. Ну и все, наступает день X, суббота. Евгения проводит, кстати, ссылку на Евгению, даже не ссылку, наверное. Кому интересно, именно в Санкт-Петербурге холотропное дыхание, вы мне напишите комментарий под этим видео, я вам отправлю номер телефона, можете записаться. Проводит она раз в 3 месяца. Ну и все, в принципе, такая мини-реклама. Ну, опять же, это я просто от себя говорю, я просто делюсь отзывом.
Наступила суббота, в 10 часов мы собрались у нее на квартире. Квартира большая, двухэтажная, на втором этаже у нее такая большая, как наподобие йога-студии. То есть большое такое пространство, много места, там матрасы, ну то есть все подготовлено к холотропному дыханию. Всего было 9 человек. Кстати, я удивился, вместе со мной было 9 человек, то что некоторые люди, во-первых, там многие друг друга знают, и некоторые из них ходят на холотропное дыхание, начиная с 2014 года. Я еще думаю, ничего себе, прошло уже сколько времени, а вы все ходите каждые 3 месяца. И они говорят, да, и с каждым разом все глубже, глубже они погружаются. Вот опять же, чуть позже расскажу, что же, зачем они это делают. В общем, для меня это было удивление, то что многие друг друга знают, а я пришел первый раз. Ну что, сначала была небольшая лекция, потом мы поделились на пары. Ситер — это тот, кто наблюдает за человеком, который дышит, и тот человек, который дышит. Дыхание само по себе длится около где-то 1,5-2 часа, а ситер в это время помогает. Если человек, ну, допустим, перестал дышать, он уходит в глубокий транс, в сон, ситер ему напоминает. Если человеку нужно попить воды, нужны салфетки, нужен какой-то, не знаю, мусорный пакет, там у кого-то может быть рвотные реакции, то есть ситер это все помогает, и он следит и наблюдает за человеком, который дышит. Некоторые думают, что ситер как бы ничего не делает. Нет, на самом деле ситер, он также в процессе. В этом процессе, который происходит во время холотропного дыхания. И это очень ответственная такая должность, в общем, очень ответственное такое занятие. От него много что зависит от ситера. И вот я сначала был ситером, наблюдал, как другие дышат. Как я уже сказал, примерно 1,5-2 часа. Само дыхание ртом, и главное дышать без пауз, то есть примерно таким способом. Тем самым мы углекислоту СО2 из крови и из легких убираем, и мы потихонечку погружаемся в транс, внутреннее состояние. Хочу также сказать, что до этого я дышал другими способами. Это алхимия дыхания, это у Романа Карловски. Различные были у него курсы и платные, и бесплатные. Но это холотропное дыхание, это вообще другое. В принципе, вы можете в интернете найти, посмотреть, что же это такое, там и в чем изюминка именно холотропа. В общем, первый день, вот как я уже сказал, сначала я был ситером, потом после обеда мы поменялись, я стал дышать. Мы легли на матрасике, укрылись сверху пледом, такая повязка на глаза, как у меня была повязка Аэрофлот, кто-то летал, наверное, авиалиниями этими, ну, стандартная повязка, чтобы... И очень важный момент, особая музыка играет. Музыка такая необычная, музыка наподобие, там барабаны бьют, какая-то индейская такая музыка, такая что-то связано с шаманами. В общем, интересная такая музыка, нестандартная, я ее раньше нигде не слышал. Вот сейчас хочу после этой сессии все-таки найти, посмотреть, послушать ее музыку. В общем, очень большое значение влияет музыка. Вот я лег и начали дышать. Дышал я примерно минут 40, потом что-то я успокоился, мне как раз ситер на ушко, как сказать, сказал, то, чтобы я дальше продолжал дышать, потому что это мало по времени. Опять же, все индивидуально, у всех все по-разному. Продышал где-то 1,5 часа, потом музыка сменилась на более такую релаксную, медитативную, наподобие что там медитации. В общем, получилось расслабиться, там, не знаю, улететь, ну, так образно говоря. В общем, были интересные ощущения. Когда я дышал, у меня руки немножко скрючило, и я пытался своим контролем, своим сознанием руки разжать, чтобы руки были ну, я просто лежал на спине, и я пытался своим сознанием, чтобы руки как бы, ну, стали мне подвластны, а их вот так вот немножко скрючило. Ну, на самом деле это делать не надо, нужно отпустить ситуацию, нужно было проработать, это я потом уже узнал во второй день. В общем, интересно было, мне очень понравилось, да это круто было, это прям непередаваемое ощущение, это был первый день. После первого дня закончили мы примерно в 6 часов, у нас после ну, в день был один сеанс, после этого мы разговаривали, мы собирались, кстати, после этого мы рисовали мандалы. В первый день я нарисовал вот такую вот мандалу.
Это своего рода так же, как и арт-терапия. Я когда вышел после этого дыхания, сразу же начал рисовать. В общем, сознание такое интересное. Ну, это не передать словами. Я сейчас, к сожалению, не могу это все рассказать на камеру. Ну, было круто. Вот нарисовал эту мандалу. Потом мы снова собрались в круг, обсудили, что как было у кого. У некоторых, у всех свои реакции. Опять же, вот у меня, допустим, руки скрючило. Кто-то там стучал по полу, кто-то издавал звуки различные, кто-то там крутился. То есть у всех все по-разному, у каждого там своя психика. И каждый проходил этот путь, эти 4 матрицы. У каждого из нас есть свои травмы. Допустим, там кого-то в детстве, там, я не знаю, в 12 лет изнасиловали, а кому-то в 12 лет, там, это, к примеру, сейчас говорю, не купили красное ведерко. И для обоих этих человек это будет своя травма. И чтобы проработать эту травму, нужно до нее докопаться, ее освободить, и появится очень много энергии потом, как только эту травму проработать. Ну, по крайней мере, почему я вообще пошел на холотропное дыхание. В общем, это был первый день. Я потом, когда вышел из подъезда после первого дня, после первой этой сессии, мне сразу же стало плохо, начал тошнить, кое-как добрался до дома, голова была такая тяжелая, ну были прям такие процессы, я погрузился в себя вовнутрь, глубоко-глубоко, там на свой чердак, в свое бессознательное, в свои уголки психики. Приехал домой, сходил в душ, лег спать, и в воскресенье, вот как раз сегодняшний день, я вот сегодня только приехал после второго дня. Мы приехали, собрались также в 10 часов. Сегодня я уже первый дышал, а Ситер наблюдал, и мы менялись. Сегодня у меня также были эти ощущения, то что даже не ощущения, но это на самом деле у меня руки немножко свело. Я пытался себя обнять, дышала примерно часа полтора таким темпом. Ну, то есть главное без пауз. Паузы на вдохе и на выдохе, главное их не делать, без задержек. Опять я окунулся очень глубоко к себе, куда-то далеко-далеко в свое бессознательное, даже не знаю, как правильно выразиться. Там, пока дышал, мне кажется, с меня там 8 потов сошло, ну, интересно было. Когда когда после этого дыхания, там небольшая медитация была, я отрубился уже под музыку. Когда 2 часа прошло, я нарисовал вот такую вот мандалу. На самом деле мандалу рисовать круто после холотропного дыхания. У тебя ясное сознание, у тебя совершенно другое, не такое, как обычно, не такое, как в повседневной жизни, как мы живем. И то, что тебе приходит на ум, и ты начинаешь рисовать, и ты даже не понимаешь, а только потом, минут через 10, ты ничего себе, что я нарисовал. Потом ты уже начинаешь, естественно, анализировать, что же это такое, что ты нарисовал, какие цвета ты использовал, что за были краски, какие это были фигуры. У всех все по-разному, это все, опять же, индивидуально. В общем, вот сегодня завершился второй день, я приехал домой, сходил в душ, и вот сейчас записываю это видео. Если в 2 словах, стоило ли оно того? Конечно же стоило. И я ни в коем случае не жалею. Я очень доволен, что я попробовал этот метод, то, что я сходил. Я вообще хочу через 3 месяца еще раз попасть на холотропное дыхание, опять же, на 2 дня. Потому что не все я, естественно, проработал. У меня, как и у любого человека, есть над чем работать, есть свои травмы, которые я хочу, с чем я хочу разобраться, где я хочу найти ресурс. В общем, наверное, все у меня. Кому было интересно, это я вот сегодня рассказал свой личный опыт по холотропному дыханию. Это было круто. У меня пока вот как-то словарный запас сейчас очень-очень такой скудный. Я не готовился, снимаю все это видео одним дублем. Это просто было круто, и я еще раз туда пойду. Если вам было интересно, поставьте лайк, и кому интересно, в Санкт-Петербурге холотропное дыхание, напишите в комментариях, я отправлю вам номер телефона Евгении, запишитесь к ней и тоже попробуйте холотропное дыхание. У меня все, всем большое спасибо, всего доброго, до свидания.